Привет, 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 господа и дамы, с вами Морж, продолжаю прохождение ужаса Аркхема, и дошли мы уже до ведьминого дома. Собственно, непонятно, что в нем творится, мы знаем, что он под культом, и они там какие-то свои культистские хрени затевают. В прошлой серии мы закрыли портал и не пустили существа из космоса, собственно, в наш мир. Ну и меня больше всего начинает смущать... Ученая, убийство, которое мы расследуем, что-то ее подсказки больше напоминают то, что она во главе всего этого и стоит. Тем более у нее пропавшее тело, мы не знаем, где ее тело, и мне кажется, во главе всего этого дела стоит она. Спасибо, что проходите со мной вместе эту игру. Мне интересно, я вот прям подзалип, и я ее, думаю, пройду до конца, естественно, по серии в день выпуская. В прошлый раз мы 2 главы даже закончили за одну серию, там на 2 часа аж получилось. В общем, спасибо за комментарии, спасибо за лайки, спасибо, что поддерживаете. Ну и погнали в Ведьмин дом, давайте смотреть, что нас там ждет. Итак, детективов у меня 6, все они уже в нормальном состоянии, у всех никаких болезней нет, но тут нужно ориентироваться по инвентарю. У меня большая проблема с пистолетами и пистолетными патронами. По-хорошему, мне бы вот магичку точно брать, но если бы у меня были книги на магию, собственно, ударную. У меня, к сожалению, книги пока только на магию либо там защиты, либо бафов, либо лечилки есть. Поэтому, наверное, нужно брать одного стрелка, нужно брать одного ближника и магичку, ну вот какой-то такой сетап. Такс, давайте смотреть, Роланд, психическое сопротивление 60, у этого больше. Психическое сопротивление тоже очень важно, причем он всем остальным еще добавляет. У этого логика, у этого управление. У магички сила воли, у ближника атлетизм. Но мы точно берем ближний бой, мы точно берем магичку. А вот кого из этих стрелков взять, я, если честно, не знаю. Магия слабый, магия обычный. Но мы магию особо не используем. Что один, что второй, вот. У всех сильная инициатива, у всех обычный ближний бой и у всех сильный дальний бой. Они, как он называется, используют меньше очков действия для стрельбы. Давайте возьмем, у которого 28. Хотя у него психологическое сопротивление хуже. Ладно, берем музыканта. Я его, в принципе, как первого персонажа выбирал. Его и возьмем. Так, что у меня по патронам? 2 пули всего. 7 патронов на винтовку и 14 патронов на дробовик. Дробовик, кстати... Так, новая, старая. Есть новый, есть старый, да? Давайте возьмем оба. Сначала уничтожим старый, потом будем использовать новый. Что-нибудь для ближнего боя нужно нашему стрелку? Ну, что-то, мне кажется, не нужно. Хотя можно сунуть ему пистолет. Блин, кольта нету. Кольт удобный, у него 2 очка действия на выстрел, и это, конечно, очень круто. Так, 3 револьвера новых у меня есть, ладно. Давайте магичке выдадим револьвер. Ну, патронов все равно беда, печаль. Этому выдадим винтовку. Плюс выдадим ему трубу, потому что он ближник. Хотя тут всем, в принципе, в ближнем бою лучше по трубе выдать, потому что хрен его знает, что нас ждет. Ну и магичке нужно выдать книги. Так, ко всем типам защиты, перемещения в бою. Лечилки есть у меня еще? Да, есть книга исцеления магички, мы ее выдаем. Ближнику выдаем урон от атак в ближнем бою плюс 2. Очень ему, я думаю, это дело пригодится. И, по-моему, для дальних атак у меня тоже что-то было. Бонусы защиты. Так, часы мифов. Ну, кстати, на самом деле можно было бы взять. А может и не взять, может там найдем. Оживлялки нам не нужны почему-то. Как-то я их вообще не использую. Бонус защиты в дальнем бою, бонус магической защиты не. Защиты в ближнем бою нет. Ну, короче, бонусов каких-то на дальних бою у нас тоже особо нет. Ладно, возьмем сюда еще один дробовик. Этот сломается, как я понимаю, он старый. Вот, и потом мы будем уже использовать другой. И есть на бонус исцеления плюс 2 медицинская книга, но она аж целый слот занимает. Потому что заклинание восстанавливает 10, тут плюс 2 и пустой слот, ну, точнее, занятый слот, по-моему, не очень хороший вариант. И, наверное, давайте возьмем травку, муравку, она исцеление аж 12, а бинты тоже исцеление 12. Ну, короче, сюда можно просто бинтов напихать. Вот как-то так я вижу свой сетап. Давайте пробовать. Хотя можно даже, наверное, переместить обратно пистолет. Давайте вот этот старый дробовик отдадим магичке. Ну, перемести. Вот сюда, вот так. И на всякий случай докинем бинтов.
Вот так, наверное, вот таким сетапом я и пойду в ведьмин дом. Давайте смотреть, что нас там будет ждать. Ну реально, вот, не знаю, спойлер это или не спойлер, мне игра, честно, по сюжету нравится. В принципе, тут моя любовь к Лавкрафту огромную роль играет. Вот, я что-то думаю, что вот именно эта ученая, которая как бы рассказывает нашу историю, именно она главный говнюк в этой игре. Ну вот, не знаю почему, но мне так прям очень-очень сильно кажется. Потому что с каждой главой ее советы все хуже и хуже. Что вы делаете? Уверяю вас, в этих полуразрушенных стенах нет ничего интересного. И вот опять она накидывает, что типа не иди сюда, не расследуй. А я пойду. Бабка, ты меня явно наваливаешь. Так, иногда история просто не стоит плесени и пыли, через которые вам приходится пройти, чтобы узнать ее. Какие бы секреты ни хранил этот ведьмин дом, как насчет того, чтобы просто напечатать монстры и убраться отсюда, пока наша удача не иссякла? Не, это слишком просто. Мы до сих пор не знаем, какое отношение это место имеет к профессору Тиллингаст. Может быть и нет, но мы видели достаточно улик, указывающих на это. И эти существа, кажется, появляются всякий раз, когда в деле замешана профессор. Приготовьтесь, что-то приближается. Что, меня сразу с боем начинаем? Так, блин, это ж эти взрывалки. Это взрывающиеся хрени, ну блин, их всего две, да, это как бы я с ними, я думаю, без проблем разберусь. Кстати, возможно, если она взорвется, нет, перемещение мне не нужно, мне нужен выстрел дробовика. Если она взорвется, она может вторую прибить. Что-то мне кажется, это может быть вполне. Давайте посмотрим по радиусу, достанет до второй? Нет, до второй оно, к сожалению, не достанет. Перезарядим, чтоб не париться. И сейчас этот товарищ тоже нам чем-нибудь сможет бахнуть. Есть -1. У тебя есть ружье. Вот ружье и используй. Это плевательница, ее лучше сдалека валить. Пусть она там спокойно сама взрывается и нас, собственно, не накаляет. Да, конец хода. Собственно, пока что все простенько, мягко говоря. Это место кишит монстрами. И вот снова, вы это слышали, не так ли? Что бы это ни было, звук доносился сверху. Во всяком случае, мы найдем больше доказательств. Даже если нет, у нас будет шанс уничтожить больше этих тварей. Ну, такой себе шанс на самом-то деле. Вот это мы перезарядим. Патроны на винтовку у нас еще более-менее присутствуют. Такс, там точно противники, наверху неизвестно. Давайте сначала осмотрим все это дело. Сегодня вечером ее сопроводят сюда. Убедитесь, что все подготовлено. Она останется здесь до прибытия кометы. Помните, времени немного, мы должны быть готовы. Блин, ну вот чувствую, что это профессор Тиллингаст, реально залупа, которая залупная. Так, здесь никого вроде нет, поэтому давайте осмотрим. Здесь у нас есть коридор, да? Есть картина. Старая картина настолько покрылась пылью, что кажется новым образом. Возможно, вы стали свидетелем нового стиля искусства пыльных картин. Да, глубокомысленно. Обшариваем комнаты. Нам сначала нужен лут, потому что... Помните прошлую серию, вы чувствуете +1 к рассудку. Это, конечно, хорошо, но у меня ни у кого рассудок не был помучен. Так, есть стрелка часов мифов. Ну, мы ее возьмем в любом случае. Переместить вот сюда. И от чего-нибудь мы избавимся. Хотя, на самом деле, эти мифы, ну, как бы, могло быть и хуже. То есть, они, да, дают дебафы, но обычно там до конца боя. Ну, типа, это небольшая проблема. Поэтому, слушайте, блин, это... Как в доме профессора Тиллингаст. Послушайте, я где-то видел точно такую же комнату. Вспомнил, в доме профессора Тиллингаст. Не, ну ты это не мог видеть, потому что мы там были. Я, мой главный персонаж и второй стрелок. Но да, я тоже ее как бы сразу узнал. Абсолютно такая же комната. Над кроватью висит мобиль. Козлики и падающие звезды вращаются при малейшем колебании воздуха. Образы напоминают вам о стадии. Вы знаете, что видели нечто подобное раньше. Ну да, тут все завязано у них на козлов и на звезды. А такую комнату мы видели, только в нормальном состоянии. И точно так же ванна была. То есть, это как дом Тиллингаст, да? Ему впадло было вторую локацию рисовать. 1000 крошечных отражений смотрят у вас в зеркало. Ну ладно, тут ничего интересного. Что у нас в ванне? Есть грязные бинты. Нет, грязные бинты нам точно не нужны. Да, с одной стороны это бинты, с другой стороны постоянно она фигачит по рассудку. Вариант не самый лучший. 100% это просто вот копия ее дома. Либо тот дом копия. Так, есть удаляет случайный эффект. Это нам не надо. Я это не использую. Там у нас монстры.
Ну, пока обшарим здесь. Помутнение, проверка рассудка. Все мои справились с помутнением, ни у кого минуса не было. Это хорошо. Так, я мог бы сломать замок. Взломать, найти изъяны, взломать. Опа, 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 опа. Значит, во-первых, 14 патронов на пистолет. Тесак хорошая штука, но, блин, он постоянно будет бить по рассудку. При том, что рассудок хрен восстановишь. Я пока не решаюсь его использовать при всех раскладах. Но дропчик прям хорош. Прям хорош. 14 патронов и 5 еще в пистолете, то есть 19. Это неплохо. Так, это можно было бы передвинуть. Значит, передвигаем, раз можно. 6 патронов на карабин. Кольт. Еще и водопроводный ключ, новая 7.9. У меня тут какая-то, кстати, у кого-то старая труба была. Состояние старое. Вот она, тоже 7.9. Давайте переместим ее вот сюда. А этот переместим ко мне. 4 патрона на дробовик и 8 патронов еще и кольт. Места у меня нет, блин. Места нет. Ну, либо скинуть револьвер и забрать кольт просто. Я думаю, я так на самом деле и поступлю. Опустошаем патроны на револьвере. Нет, перезаряжать не надо, пожалуйста. Так. Переместить вот сюда, этому переместить кольт. С кольта удобно вот этих тварей, которые взрываются, откидывать. Потому что там 2 АУД всего, и все. Но при том, что сколько мне сейчас дают патронов, у меня что-то такое ощущение, что бойни здесь будет много. Прям очень много. Тем более в следующей комнате у нас враги. Давайте заходим. Так. Хорошо, 3 штуки. Ну в принципе мы сейчас всех 3 за один ход и положим. Тут нас кольт и выручает. Значит, убиваем дальнобойку. Раз. Потом убиваем дальнобойку 2, а на ту, которая ближнего боя, ставим наблюдение, и она помрет, как только начнет двигаться. Ну, типа, изи. Все. Остальные ходы можно пропускать банально. Да, пропустить ход. Плюс труп. С кольтом, конечно, классно. С кольтом удобно. Прям супер. Хорошо, что выпал. Эта дыра в стене, похоже, ведет наружу. Эти существа могли проникнуть сюда этим путем? Вероятно, да. Мы должны найти способ закрыть эту дыру. Где-то здесь должен быть молоток и гвозди. Ну, где-то здесь, прямо в этой комнате, или где-то здесь, вообще здесь. Перезарядим кольт, он еще и удобный 8 патронов магазина. Так, снова хреновые бинты. Нам они не нужны. Нет, просто стакан стоит. Дырка. Хорошо, нужно найти инструменты, чтобы залатать эту дыру. Но явно, мне кажется, инструменты не в этой комнате. Там мне, в принципе, нужно найти, потом прийти и залатать дыру. Картина. Кажется, очень неуместной. Ладно. Так, в этой комнате все, больше ничего интересного у нас нет. Значит, выходим. Так, здесь я был? Был. Да, это... Выходим с кухни. Цель — найти инструменты, залатать дырку. Пока пойдем сюда. Так, снова куча комнат. Не заблудиться бы. Похоже, что эта дверь ведет в маленькую комнату, но она заперта. Понятно. Здесь у нас открыто. Есть какой-то ящик. Найден предмет гвозди. Хорошо, гвозди нашли. Что нам еще нужно? Дерево и молоток, да? Наверное. Нет совета. Книжный шкаф. Прочитать заголовок. Опустошить. Ну, давайте опустошим. Неправильно. Прочитать заголовок. Ладно. Так, перемещение в бою минус 70. Книга задержки. Но она нахрен мне не нужна. Мне нужно что-нибудь либо атакующее, либо хиляющее. Дверь в конце коридора заколочена с этой стороны. Через замочную скважину вы видите коридор, ведущий в другую давно заброшенную часть особняка. Ну, здесь пока тоже, короче, ничего. Ладно. Мы разберемся в этом деле. Так, это я вернулся в центр, да? Давайте просто осмотрим картину. Как я понимаю, никакой информации она не несет. И пойдем к следующим дверям. Текс. Снова ванная комната. Здесь у нас грязные бинты. Но это другая ванная комната, да? Там в той, по-моему, ванна немножко по-другому была расположена. Грязные бинты нам не нужны. Такс. Опять коридоры. Тут у нас ничего нет? Ничего нет. Значит, первая комната и сразу же с противниками. Значит, зайдем пока там, где без противников, спальня. Пошаримся здесь. Может, что интересного найдем. А потом уже пойдем в бой. Такс. Еще один винчестер и патроны для дробовика. Блин, куда это все совать? Куда это все совать? Давайте, ну, используем часы.
Чтобы просто место освободить. В принципе, можно было еще один миф подождать, а потом использовать. Но я считаю, что винтовку выбрасывать точно варианта нет. Лучше сразу ее забрать. Так, кровать пыльная, но она все равно выглядит намного чище, чем в остальных частях дома. Кто-то спал здесь недавно. Возможно, возможно. Ну, погнали воевать. Снова 3 твари, причем одна сразу подойдет. Это плохо. Это плохо. У нее инициатива большая. Еще и ударит, я думаю. Да, ударит. При этом ее надо валить в последнюю очередь, как я понимаю. Потому что она взорвется. Так, ладно, стреляем в этого. Потом стреляем во вторую тварь, которая дальнобойная, вот эта. И на 1 шаг мы отойдем. А после этого ближником долбанем по вот этой твари. И тоже отойдем, чтобы взрыв не зацепил. Вот какой-то такой план. Не, ну ладно, эти выносятся достаточно легко. Тут единственное, я пропустил как бы удар из-за того, что у меня инициативы было не сильно много. У твари оказалось больше. Ну, с другой стороны, мне особо много урона и не нанесли. Да, отходи, отходи. Блин, он не может из-за нее отойти. Вот так вот, я думаю, не зацепит. Ну, не должно вроде. Зацепит, да? Зацепит. Зацепит, судя по всему. А он не может отойти, опять же, из-за этой твари. Зараза. То есть она меня просто перекрыла. Плохо. Ладно, будем сейчас хилять. Будем хилять, что еще остается. Вот так сенсация. Ну да, ну да. Так, давайте пока хилять... в смысле? Книга исцеления. Ну, она в бою только исцеляет, да. Я забыл. Применяем на него. Как раз 12 очков у него и не хватало. Вот 12 и восстановим. Книга исцеления только в бою. Я это забыл. Так, тут у нас что? Странные грибы. Еще одна дырка. Тоже, наверное, ее можно было бы закрыть, если бы были доски, да? Вы могли бы заделать дыру. Ну, доски даже тут вроде лежат. Мне нужен молоток, наверное. Восстановление 5 АД. Кофеин с бромом. Тоже меня не очень интересует. Я это не использую. Проверка рассудка. Не потеряли. Это тоже хорошо. Так, вот там еще я что-то не посмотрел. Тут может потребоваться внимательное прочтение. Дотронуться, изучить. Адреналин, который оживляет, и бинты. Одни и вторые. Ну, тут, блин, лечить мне все равно некого. Давайте переместим так, чтобы бинтов вот здесь было 5. А больше у меня просто банально для этого нет. Нет места. Да, с инвентарем здесь отдельные проблемы, вот реально. С ним тяжелее. Ага. Так, ну мы все прошли. При этом нет молотка, да? Погнали на 2-й этаж, может там молоток. Гвозди мы нашли. Ключ. Кто бы стал рисовать дверь на стене? Я слышала о странной магии, которая позволяет проходить сквозь стены. Может, это одна из них? Здесь записка. Я запечатала свой эксперимент внутри. Если вам нужно попасть в кабинет, воспользуйтесь другим проходом. В. В означает ведьма. В записке есть ключ. Держу пари, он открывает 2-й проход. Будем надеяться, что в этом кабинете есть какие-то ответы. Ну ключ мы возьмем? Или они уже взяли? Ключ от секретного прохода. Хорошо. Там внизу была дверь, которая одна была, и она не открывалась. Но от нее ли ключ или нет? Если проход секретный, то, наверное, он не должен быть дверью. Ну, как мне кажется. Так, есть рояль. Грязные бинты, спасибо. Обойдемся. Тут у нас... Касание может рассказать больше, чем осмотреть. Дотронуться. Кроличья лапка. Такое у меня уже было. Бонус защиты в ближнем бою. Инициатива понижена. Тоже нам не пригодится. Мы такое не юзаем. Ну и снова бой. О, тут у нас 2 сразу твари с большей инициативой. Это плохо. Но с другой стороны, да, 2 раза я получу урон. Тут как бы без этого не обойтись. Без этого не обойтись. Но за ход я их вынесу. Ладно, так, значит, стреляем по вот этому. Блин, по второму стрелять не стоит, как бы. Потому что он сразу взорвется, и он зацепит моего ближника. Поэтому стреляем по вот этому.
И попробуем чуть-чуть отойти, чтобы ближника пропустить. Чтобы он опять не этот... вот так. Чтобы он не заперся из-за этого. Но эти две взрываются, понятно, это не проблема. Так, ближник. Ты, значит... В смысле слишком далеко? В смысле слишком далеко? А чё он столько очков использует, а? Так. Ну вот так вот одно очко, да? На 3 мы ударим. А, на нем же этот негативный эффект. И вот сейчас нужно выйти из поля поражения. Так, подтвердить. А он не сможет, да? Ну, то есть, они его запирают, и все. И тут стулья, грелки, прочая херня. Плохо. Его еще и убило. Заебись, ровно на 8. Херенно, скажу я вам. Мягко говоря, охеренно. Так. Ой, ладно. Неприятно, мягко говоря. Очень неприятно, потому что его просто банально заперли и как бы ни хера я с этим сделать не мог. Ладно, пока что вот так оставим. Еще одна дырка, да? Но я все так еще не нашел молоток. Снова грязные бинты и... О, книга разрушений. Магический урон 6-9. Вот, пулялка книговая. Пулялка, но у меня все равно места нет. Не, брать ее в любом случае надо. Это для магички, чтобы магичка могла пулять. При этом у нее есть дробовик старый. Давайте, наверное, его и оставим. Только... и разряди. Только понятно, сначала надо разрядить, да? Патроны на вес золота, поэтому оставляем старый дробовик. Новый еще пригодится. Обломки. Тут как бы ни хрена, да? Просто противники и все. Чувствуйте +1 к рассудку. Это хорошо, но мои покоцаны не были. Еще одна дырка. Закрыть не могу, потому что нечем. Гвозди я нашел. Такс. Ну, значит, возвращаемся отсюда. Вот картину еще не посмотрели. Просто картина. Картина, просто картина, ни на что не влияющая. Так, у меня есть ключ. И есть вот эта записка. Ну, на первом этаже была дверь, которая не открывалась. Вот, по-моему, здесь где-то в этом коридоре. Одна из дверей должна быть не открыта, поэтому... Нет, не здесь, книга. Сюда. Вроде не на кухне эта дверь была. Нет, тут дырка. И все. Что-то я не совсем понимаю, куда мне надо идти. Кухня. Значит, не сюда. Такс. Значит, сюда. Вот она, дверь, которая не открывалась. Отпереть. Теперь дверь не заперта, мы зашли. Lux in Obscuro Sumus. Где мы встречали это раньше? Это девиз Мексиканского университета, не так ли? Свет во тьме. Этот девиз прекрасно подошел бы и для моей газеты. Нам бы не помешало здесь побольше света. Ранее мы видели зажигалку и свечу. Учитывая странные головоломки, с которыми мы сталкивались, я не удивлюсь, если в этой будет что-то еще. Например, расположить свечи в определенном порядке. Ну, типа это намек, да? Типа это намек. Одна свеча с красной полосой стоит на сундуке, очевидно, не для украшения. Должно быть, кому-то был нужен свет. Зажечь. Запалив свечу, вы наблюдаете, как пламя оживает на фитиле. Какой-то сверхъестественный свет вызывает у вас минутный трепет. Ну, типа, одно зажглось, да? Да, нужно явно будет зажечь свечи в определенном порядке. Но нам бы этот порядок хоть уточнить. Так, обычно вид книжный шкаф. Ничего. Хоть стрелочки какие-то есть? Нет? Чё-то не думаю. Не просто какой-то символ. Вряд ли это похоже на стрелку. Вряд ли она куда-то указывает. То есть теперь мне нужно просто найти все остальные свечи и зажечь. Но не зря он сказал про определенный порядок, я думаю. Вот еще свеча. Хорошо, зажгли. Помутнение разума. Так, темнота окутывает вас, как мокрый плащ, посылая дрожь на спине. Возможно, нужно зажечь только определенные свечи. То есть это не надо было? Что случилось? Возможно, мы зажгли не ту свечу.
Не понял. Так, ну это горит, да? То есть каждый раз меня будут лупить по рассудку, но здесь нет никакой подсказки даже по поводу того, в каком порядке эти свечи надо зажигать. И где они, кстати, могут быть. Так, здесь, ну, нет свечей вроде. Ну, как бы ее и здесь не было, пока не нашел тайную комнату. Так, есть вот еще какая-то свеча. Давайте поднимемся, да, наверх. Может, там в записке подсказка хоть какая-то. Так, я запечатал свой эксперимент внутри. Если вам нужно попасть в кабинет, воспользуйтесь другим проходом. В. И мне это не дает ни хера. Как бы... Как бы я не хотел. Так, ну тут еще одна свеча, да? Правильно, неправильно. Хер его знает. Подсказки нет. Какой-то сверхъестественный свет вызывает у вас смутный трепет. Наверное, правильно. Да. Ага. Так, я понял, я понял. Оно по-ровному, да, находится отсюда? Ну, типа, по-ровному. Практически по-ровному. Значит, эту пока... Ну, можно попробовать, но... Я просто не знаю, 5 ли этих свечей будет вообще. Может, эту как бы вообще не надо зажигать. Так, здесь свечей нет. Здесь у нас есть противники. Стоп, а я же был уже в этой комнате. И там опять появились противники. Так, свеча вот здесь. Зажечь. Правильно. Хорошо. 3 из 5. 3 из 5. Ну, явно нужно теперь рулить в комнату, где противники. Не просто там так противники появились. Тем более я там был. Заходим. Опять эти твари. Так, и первая у нас, которая близко подбегает. Еще и по рассудку долбанула. И в следующей комнате противники. И опять эта тварь меня зажала. Ну, то есть, без вариантов. Опять эта тварь меня зажала. Так. Так. И отойти. Эти две взрываются. Вон, кстати, свеча стоит, да. Такс. Смогу ли я все-таки потом отойти от взрыва? Надеюсь, что смогу. У меня 2 очка действия. Ну, и вот он опять зажат. И ни хрена ты с этим не поделаешь. Ну, блин, это как-то некрасиво, что ли. Надо в следующий раз, блин, его просто уводить по ходу дела, а потом магичкой добивать и заодно лечить, если что. Потому что лечилки у меня потихонечку, блин, отлетать будут, если каждый раз будут получать урон. Причем достаточно большое количество, и явно можно обойтись без этого. Так. И, пожалуйста, кольт перезарядите мне. Патроны еще есть. Походу, там, где вот эти дырки, я постоянно буду получать люлей, заходя в такие комнаты. Зажечь. Нет, неправильно. Неправильно, судя по всему. Продолжить. Возможно, мы зажгли не ту свечу. Теперь, судя по всему... Ну, если их 5, 3 у меня уже зажженные, да, типа. А теперь может зажечь вот ту, которая сразу на выходе была, а потом вот эту. Ну, по логике вещей. Вот эту. А после того, как вы зажигаете свечу, вспыхивает пламя, и он окутывает вас, как мокрый плащ. Ну. А, эту вообще не надо зажигать. Я вас понял. Значит, ту, которая не сработала, тоже вообще не надо было зажигать. Значит, ищем другие, которые еще можно зажечь. А, проверка рассудка, значит, снова не та. Блин, хоть бы какие-то подсказки реально были. Не, может, на самом деле тут есть какая-то подсказка, но я ее просто провтычил. Не хотелось бы. Так, здесь ничего. Здесь. Ну, свечей я не вижу, по крайней мере. Здесь тоже свечей я не вижу. Хотя вижу какую-то бумажку. Я ее еще не прочел. Эта мысль греет ваше сердце. А, здесь у меня голова восстанавливалась. Такс. Ну, я тогда не знаю. Вроде все свечи я пытался уже зажечь.
Но где-то, значит, должны быть еще две, да? Может, на втором этаже? Там же одна дверь все-таки была. Ну, иди на второй этаж. Чего ты не хочешь идти? Вот там вот. Может быть, там. Такс. Тут у нас есть свеча, вот она. Пробуем, что остается делать. И снова не та. И снова, во-первых, не та, а еще и снова в бой. What happened? Perhaps we lit the... Блин, ну хотелось бы на самом деле, чтобы это логично все как-то было. Ну, то есть, какая-нибудь загадка, которую ты разгадываешь, как эти свечи будут работать. Ой, тут 2 урона я получу минимум, да? Ой, слепота. Слепота. Это плохо. Но этот опять меня зажимает. Как обычно. Как обычно, ничего нового. Ничего нового вообще. Так, ладно, ты убиваешь этих двух. А третьего оставляем на бабу. Вот так и вот так. И отойти. Но, если честно, здесь свечи я тоже почему-то пока не вижу. Так, они же не должны меня зацепить? Нет, не должны. Ты просто уходишь. Просто уходишь как можно дальше. Блин. Она не дает ему уйти как можно дальше, да? Все равно. Ладно, так хотя бы ему урон вроде не должен прилететь. И баба, значит, что ты делаешь? Во-первых, лечишь нашего товарища. Во-первых. Чтоб бинты не тратить. Во-вторых, 3 очка, да? Лупишь заклинанием по вот этой твари. И я думаю, вот так. Чпоньк. Оно еще и дополнительное заклинание лупануло. Еще и на 5 его исцелило. Прикольно, прикольно. Все, взорвалось. Урона мы не получили. Хорошо. Но здесь свечи, блин, я тоже не вижу. Если честно. Груда обломков. Здесь эти бинты. Да, но это я здесь оставлял. Но свечи нет. Пу-пу-пум. А больше и дверей нет. И где искать эти свечи? А? Не расскажете мне? Ну ладно, пошли туда. Просто такое ощущение, что каждый раз, когда я буду заходить вот в эти комнаты с вот такой фигней. Ну, свеча. После того, как вы зажигаете свечу, вспыхивает пламя, темнота окутывает вас, как мокрый плащ. Возможно, зажечь определенные свечи. Возможно, но я не понимаю, какие. Так, стол. Ну, точнее, я не знаю, где еще. Вроде я весь дом обошел. Здесь я был? Был. Свечу зажег. Он горит. Где я еще мог не быть? Так, тут у нас что? Кажется, он застрял. Открыть силой, сломать. Открыть силой. Так, еще одна книга с пуляющими заклинаниями. Еще один винчестер, патроны. Блин, тут прям красиво. Прям красиво. Состояние старое. Ну, давайте вот... Ай, так, вот этот винчестер разрядим. Перезарядить. Да. Этот новый, то старое переместить. Вот сюда. Книга исцеления, книга разрушения. Свинцовая труба, винчестер. Вот что можно выложить? Состояние... водопроводный ключ. Состояние старое, кольца, состояние новое. Давайте, наверное, вот так ему дадим этот. А эту книгу выдадим бабе, потому что она у нас маг. Так, здесь свечей нет. Но здесь я везде был. Был же, был. Вон есть доски. Ну, типа, взаимодействовать я с этим не могу. Еще свеча. Но это выход вообще в центр. Так, отсюда мы начинали, да? Вот 3 из 5. 3 из 5. Это не зажигается, правильно? Ну, типа, неправильно. Пу-пу-пум. Здесь может быть свеча. О, свеча. Зажечь. Правильно? Да.
Есть еще одна правильная. Теперь осталось найти пятую. Которая хрен пойми где. Вон, кстати, ящик я что, его не обыскивал. О, найден молоток. А я его не обыскал, я его просто провтычил ящик. То есть сейчас я могу забить вот эти штуки, правильно? И чтобы здесь больше тварь не появлялась. Кстати, вон еще одна свеча. Да, давайте закрываем. Может, поможет. Это чудо, кульминация моих экспериментов. Не могу сказать, что я удивлена. Все-таки я чувствую, что бабка тут как-то замешана. Но мне кажется, эта свеча неправильная. Не, правильная. Вот и пятая. Еще одна свеча. Вы что-нибудь слышали? Думаю, да, звук доносился из другой комнаты. Возможно, из той с надписью на стене. Давайте взглянем. Ну и теперь откроется портал на втором этаже, наверное. Поскольку лестница спрятана за этим перемещающимся книжным шкафом, там должно быть что-то ценное или опасное. Что думаете? Есть только один способ выяснить это. Такс. Ну, со свечами разобрались, да? Ну, пошли. А как? А как открыть? А как какать? Поскольку лестница спрятана. Ну, хорошо. Ну, а почему на эту дверь у меня нет активного ничего? У меня нет активного задания на эту дверь. В чем прикол? О, а вот так есть. Ну, открывай. Так, что-то я не понимаю. Давай, открывай. Оно не срабатывает. Прикол. О, вот так сработало. Текст, что у нас тут? Картина какая-то с козлом. Черный козел смотрит прямо на вас. Ну, судя по всему, да, наверное, Шубнигурат и будет последним боссом, и она будет как-то с этой ученой связана. Сломать замок будет грубо, но эффективно. Взломать. Еще одна книга. 2 ко всем типам урона. Хорошая. Только девать ее некуда. Карманов не хватает. Стол, сигареты. Так, значит, мы их сразу используем. А на кого бы использовать? 6, 5, 5. Ну, давайте вот на него, чтобы у всех по 5 было. Это прикол. Сигареты наносят 1 урона. От этого 1 урона, ну, как бы не холодно, не жарко. Так, часы ничего. Но как бы намекает, что курение вредно. Кажется, кто-то был здесь недавно. Учитывая, что он находится за потайной дверью, здесь должно быть что-то важное. Возможно, предлагаю на этом моменте сохраниться. Вручную, на всякий случай. Так, ну, надеюсь, сохранилось. Давайте смотреть. Тут по-любому тоже какой-нибудь босс будет. Нет совета, обыск. На рабочем столе беспорядок, но вы видите, что он скорее не убран, чем заброшен. Поиски может раскрыть что-нибудь полезное. Опустошить, внимательно осмотреть, изучить. Давайте изучим. Найден предмет записи. Хорошо, попал я правильный выбор. Но, блин, внимательно осмотреть и изучить. Как по мне, это одно и то же, как бы. Комета приближается, и я чувствую, что это она приближается вместе с ней. Я должна подготовиться к ее прибытию и великому благу, которое она принесет. Я должна подготовиться к материнству. Ну, как я понимаю, Шубнигурат летит на этой комете и хочет, собственно, сделать что-то хорошее. Так, непонятная интуиция подсказывает вам продолжить поиски на столе. Сразу же вы находите маленький блокнот, идентичный тому, что лежит на столе. Вы читаете: я нашла других, которые разделяют мое желание. Они долго ждали ее, но не праздно. Используя их приготовление в качестве основы, я могу направить их к ней. Но это явно женщина. И мне кажется, что это наша убитая учениха. Если немного потянуть, то получится достать. Так, передвинуть, тянуть изо всех сил. Ну, значит, тянуть изо всех сил. Такс. Ага, ударила по голове. Так, время скоро придет, и мое стадо подготовило ритуал. В тот момент, когда комета пройдет ближе всего к Земле, мы позовем, и она услышит. Мы откроем путь и получим ее дар. Ее мириады придут, и с ними моя величайшая мечта. Ну, ясно, что они готовятся к встрече с Шубнигурат. Так, еще записи. Опять по голове. Портал открыт, и появляются ее мириады. Собрав кое-что для изучения, я заперлась в старом особняке в заливе, чтобы провести эксперименты. С этой целью я заманила ничего не подозревающего субъекта из Нового Орлеана. Скоро я увижу, как эти существа воздействуют на живого человека. Что из того, что местные жители называют меня ведьмой? Все, что имеет значение, это мои эксперименты и ритуал. Так.
Яйца с карри. Блин, опять какой-то... Реально, разработчики что-то слишком прутся по рецептам. Опять какой-то рецепт. Такс. Ой. Небольшой мешочек с надписью Ибн Гази. Так, успех. Ее создание успешно оплодотворило субъекта, и из ее трупа родилось еще более удивительное существо. Чтобы защитить себя, я запечатала существо за 2 дверями и спрятала их. Только порошок Ибн Гази может раскрыть их. Ну так там Ибн Гази и было. Маленький блокнот на этим столике. Рядом с ним лежит небольшой мешочек с надписью Ибн Гази. Ну, а как его взять и там кинуть в дверь, например? Это мы посмотрели, да? Тут что-нибудь типа... Так, дух Атамы, бонус магической защиты. Хорошо, но ставить этот артефакт некуда, к сожалению. Так, да, кстати, перезарядим стволы, потому что есть намек, что там за стеной существо. И как мне туда попасть? Порошок Ибн Гази. Ну а как мне его взять или не взять? Я не понимаю. Это мы смотрели, да? Так, что у нас здесь? А, вот еще есть что-то. Опять удар по голове. Пришло время возвращаться домой. Я продолжу свое исследование в университете. Но назначенное время скоро наступит. Я буду готова. Я Вильгельмина Тиленгаст. В этом клянусь. Но я же говорил, что это она ведьма. И хрен она умерла. И... Культисты ее остановить пытались? Какие вы любопытные. Вечно копаетесь в чужих вещах. Неужели вы не уважаете частную жизнь? Мне повезло быть втянутым в историю лишь для того, чтобы узнать, что именно мой источник является причиной всех неприятностей. Она все это время работала со стадом Альгеди. Она хотела открыть портал и вызвать существо из другого мира. Наконец вы узнали правду, но как и во всем, что произошло, только потому, что я привела вас к ней. Как вы могли это сделать, профессор? А, то есть они ее слышат все-таки, да? Вы видели этих чудесных созданий? Это живые существа, о которых Дарвин и мечтать не мог. Где ваше научное любопытство? Мы обязаны для науки, для всего мира узнать больше об этих ранее неизвестных видах. Мы должны остановить ее. Уже слишком поздно. Мой план действует так долго, что вы никак не можете остановить его развитие. Ну, логично было, что это она. В записях Тиленгаст говорили что-то об экспериментах. Разве мы не должны найти способ пройти через эту странную дверь? Это сцена, которую даже я не могу описать. Никто не поверит в такую жестокость. Эта дверь должна вести в ту же комнату, которую мы видели ранее. Может, нам взглянуть? Нам лучше проверить это на всякий случай. Да, но это не совсем дверь. Я сохранюсь на самом деле. Сохраните меня, пожалуйста. Так, я тут еще что-то, кстати, не посмотрел. Эти сны всего лишь результат чрезмерной работы Вильгельмины и плод причудливого семени, посеянного твоим наблюдением за кометой. Мечты, выдающие желаемое за действительное, никогда не смогут вернуть то, что ты потеряла. Оставь это позади, Вильгельмина. Пробуждение твоих надежд приведет только к тому, что они снова рухнут. Мечты никогда не смогут подарить тебе ребенка, которого у тебя никогда не было. Немедленно прекрати эти бесполезные исследования. Ага, у нее пунктик на то, что она родить не могла, да? Смех гремит в зале, крошечные ручки, тянущиеся вверх для объятий. Даже голодные крики или сонное бормотание — все это звуки моих грез. Как я могу отказаться даже от малейшего шанса? Если бы эти мечты могли стать реальностью, как я могла бы отказаться от них? Я больше не могу сопротивляться чарам снов, соблазну голоса, этой безутешной тоске. Нет другой надежды для моего самого сокровенного желания. Другого шанса нет. Я приняла ее обещание, отбросила свои последние сомнения. Другого пути нет, так что я выбираю этот путь. В общем, обиженная женщина, она просто хотела ребенка. Это у нас что? Вы находите что-то похожее на стихи, написанные профессором. Если судить снисходительно, то можно сказать, что она была лучше в науке, чем в искусстве, но содержание непростительно непристойно, даже кощунственно. Так, ладно, сохраниться я сохранился, больше здесь ничего не появилось дополнительного, вроде нет. Стволы перезаряжены, ХП на полную, погнали. Бросить порошок, бросай. Дверь теперь не заперта. Уже скоро мне больше не придется наблюдать ни одной из этих мерзостей. Но это женщина. Но это не профессор. Быть похищенной, порабощенной, затем превращенной в это существо, а потом погибнуть здесь в полном одиночестве. Мы должны положить конец этому безумию. Так, с 50 хпшечки, да? Снова удар по голове. Тут, походу, каждый ход будет удар по голове, потому что мы сталкиваемся с необъяснимым. Ну хорошо, 2 выстрела из кольта и перехват. Правильно, правильно. Раз выстрел из кольта, 2 выстрела из кольта. А наш ближнебойка, поэтому
перехват. Правильно, правильно. Прям в житницу. Где у человека житница? Давайте еще раз в житницу. Блин, 2 раза кританул. Неплохо, неплохо. Вот сможет ударить? Да, ударить сможет. Но при этом, блин, 50 хп и всего лишь один противник. Могло бы быть сложнее, слишком далеко. Ладно. Подойди чуть ближе. Вот так вот сможешь? Сможешь. И дать по щам. На 9. Нормально. Такс. У нас еще есть магичка. Можно выстрелить, можно ударить кулаком. Можно долбануть заклинанием. Ну, в принципе, наверное, давайте долбать заклинанием. Тут сейчас может и крит пройти. На 6. Ну окей, все, следующий ход я ее забиваю. В принципе. Правильно. Может из дробовика лупнуть. На кольт. Кольт ломается просто. В этом проблема. Ну из дробовика... Ну ладно, лупнем из дробовика. Если не убьем, то у нас еще будет выстрел из кольта. Не убили. Как чувствовал. Все равно из кольта придется стрелять. Ладно. Ну, на босса это не тянет. Вот с Вагиной было хуже. Итак, это чудо стало кульминацией моих экспериментов. Не могу сказать, что я удивлена. Профессор сама создала этих монстров, но зачем ей понадобилось экспериментировать на людях? Независимо от причины, мы должны остановить стадо Альгеди. Так, ну неплохо. Это печально известный ведьмин дом находится где-то в заливе. Хорошо, травм нет, все живы, дополнительных задач, но у меня не было, да? Ну какая-то короткая глава, ваши сыщики возвращаются в офис. Ладно, значит в этой серии мы тоже пройдем 2 главы, как было в прошлой. О, мои дорогие друзья, уже слишком поздно. Даже если карта указала вам на площадь Джексона, вы не сможете помешать планам моего стада. Вы бессильны против нас. Я думаю, сейчас будет вот эта глава и последняя типа финал. Ну то есть вверху будет 5, а внизу будет 4. Ну что-то мне так кажется. Итак, следующая наша глава — нездоровый танец во 2-м ряду. Ну давайте, давайте. 3 сыщика снова я могу взять. Но меня, в принципе, абсолютно устраивает вот тот набор, что у меня был. Магичка, стрелок и, собственно, ближнебойщик. Ну, все. Продолжить. Да, хочу использовать этих сыщиков. Такс. Что у нас? Стволов уже достаточно много. Винчестер не такой длинный, как винтовка, но достаточно смертоносный. Кольт. Хорошо, отличный пистолет, но... А стоп, нафига я эту бабу взял? Не-не-не-не-не, назад верните. Да-да-да. Да, мы берем вот этого и вот эту бабу. Она магичка. Такс, значит, перемещения в бою нет, не нужно. Типы защиты нет, не нужно. Давайте магичку сначала снарядим. Так, магический урон, вот. Раз у нее будет стрелялка. 2 у нее будет стрелялка. И книга исцеления у нее тоже еще будет. 1 слот оставим пустым. Значится, ближний бой. Труба. Артефакт на +2 урона в ближнем бою. И 3-й слот. Наверное, ему какой-то пистолет все же стоит сунуть. У меня тем более револьверы, он новенькие. Давайте сунем ему револьвер. Пусть будет на всякий случай, вот, допустим, тех же взрывателей отстреливать. Я думаю, пригодится. Так, ну и основной наш убивец. Значит, тебе дробовик, тебе кольт. Патронов достаточно много. Блин, ему можно, по сути, еще и винчестер запихнуть. Потому что патрон на винтовку я использую мало, но она дорого стоит. Зараза, 4 очка действия. И здесь 4 очка, но дробовик стреляет поинтереснее. У него критический урон плюс 30. Тут всего лишь 5 и 7-8. А у него 6-10 и 30%. Но при этом 4 очка, но этот будет стрелять за 3. Ладно, давайте ему еще сунем винчестер. И так уж и быть, сунем вам бинты. Еще одни, пусть у тебя будут. И 2 ячейки пусть будут пустые. Кстати, можно и часы, наверное, сунуть, потом просто сбросить их. Что они у меня лежат на складе. Вот. Погнали. Вот такой командой пойдем. Ну, как я считаю, в предпоследний акт. А может и в последний, хрен его знает. Если последний, то будет вообще красота. За серию сделаем финалочку. Не так много, конечно, здесь разного оружия. Неужели вы вообразили, что мое стадо будет стоять без дела, пока вы бродите по заливу? Такая самоуверенность подтверждает вашу гибель.
Ряды моего стада пополняются новыми преданными благодаря преобразованиям этих бедных душ. Скоро и вы присоединитесь к ним. Так, чую, здесь стрельбы будет много. Ну, посмотрим. Посмотрите на всю эту бойню. Мы не успели предотвратить это. Мое стадо проявило себя превосходно. Она будет довольна ними. Мы должны остановить их. Отправимся к площади Джексона. Отправляемся. Но сначала надо все рассматривать. Дорога закрыта. Так, вон место интереса. Вы чувствуете помутнение? А товарищ просто мертвый и от него помутнение? Не, я понимаю, когда в той же настолке игре Ужас Аркхема мы отрезаны от площади Джексона. С этим полицейским нужна помощь. Эй, вы убирайтесь отсюда. Мы хотим помочь. Это слишком опасно для гражданских лиц. Кроме того, этот проклятый Чарльз так и не появился с новыми боеприпасами. Хотите помочь? Найдите офицера Чарльза и убедитесь, что он достал нам эти боеприпасы. Мы сделаем все, что в наших силах. Не тратьте свое время, помогайте полицейским, они скоро умрут. Не высовывайтесь. Боеприпасы — это хорошо. Мне бы их тоже побольше бы. Так, держу пари, я мог бы это вытянуть. Значит, потянуть. Так, самодельные боеприпасы. Урон от атаки в дальнем бою +2. Блин, это охренительный... переместить. Охренительный артефакт для стрелка. Ну, это типа, поняли, которые розочкой раскрываются, которые подпилены. Да, для стрелка это охренительно. То есть 9-10, 8-12. У меня даже пистолет 7-9. Прикольно, прикольно. И пули при этом. Хороший дроп. Хороший. Карета стоит под углом, тут кто-то куда-то стреляет. Так вот, я не закончил. Потеря рассудка. Ну, типа в карточной игре и, в принципе, в книгах рассудок теряли персонажи, когда сталкивались с чем-то неземным, а не просто с трупами. А это как бы просто трупы. Так, офицера я не нашел. Ну уже, где эти боеприпасы? Ну, боеприпасы я тебе не отдам, они мне самому нужны. Опять вот, помутнение разума. Ну, типа, мертвая и мертвая, я не понимаю. Ну, там нет прохода же, правильно? Нет, нигде. Значит, мне туда прямо надо рубить. Так, тут у нас культисты. Одна дальний бой, одна ближний бой. Почему опять удар по разуму? Ну, культисты, ну, в масках, но они же люди. Правильно? Правильно же. Так, 9, 10, 8, 12. Значит, так. Делаем первую плюху по вот этому культисту, наверное. Ну, она в любом случае выстрелит. Значит, ладно, хорошо. Делаем первую плюху по вот этому культисту. 9. Дальше кидаем наблюдение. Второй выстрел пройдет за 2 очка действия. Это в любом случае по мне стреляет. 15. Ух, сильно. Сильно и неприятно. Так, это у нас ближний бой, поэтому пока что обойдемся пистолетом. И пистолетом мы бьем вот в этого товарища. 12. Хорошо. В принципе, на перехвате, я думаю, его убьют. Повезло с критом. Ну, перехват. 8. Сука, 1 хп. Твою ж маму. Да. Я много потерял хп. Я не рассчитывал. Так, книга разрушения, книга исцеления. Да, пока что мы будем исцеляться книжкой. И еще раз надо его исцелять этой же книгой. Переключаемся на стрелка. А стоп, а можно книгой заклинаний сделать перехват? Вот если я возьму книгу разрушения... ну она 3 очка, если бы она была 2 очка использования. И часы немножко дернулись. Такс. Но этого мы добьем, не вопрос. Может, его хоть кулаком можно добить вообще без проблем, не тратя, так сказать, АДшечки. Давайте, наверное, сделаем так. По культистке выстрелим. А этого чувака добьем кулаком. Хотя его, в принципе, можно было бы добить и ближником. Ну, значит, выстрел от ближника будет. Снова 15.
Хера себе у них криты. Критический урон 30%. И 2 раза подряд вылетает крит. По-моему, это гандикап. По-моему, это прям ганди-ганди. Так, ты заканчивай ход. Ты у нас что будешь делать? А, ну он ее добьет, в принципе, поэтому да, давайте снова исцеление. Исцеление раз. И исцеление 2. Фулл хп, хорошо. А, тут еще и урон от нее прошел. Не урон, а, блин, на 3 исцелила ту тварь. Так, слушайте, сейчас я могу ее не убить. Ну, типа, за один ход 14 хп. Я думал выстрелить из нее в винтовки и плюс пистолет, и она нормально бы отклеилась. А из-за того, что она ее исцелила... Если пистолет сейчас 6 урона не даст, но он, в принципе, как бы 7-9 должен дать. Дал, слава богу. Еще и крит. Можно было и пораньше, блин, критовать начать, а то меня только пока критовали. Такс, перезаряжаем всю эту движуху. Да, здесь перезарядить, здесь перезарядить. 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 Все перезарядили. Книга заканчивается. Сейчас их скоро можно будет использовать. Давайте еще одной дождемся этой фиговины. Чистые бинты. Такс. Бинты у меня, но оно забито. Книга исцеления. Ну тут вот еще, блин, на одну хилку хватит, наверное. А бинтов все-таки 3. Поэтому давайте переместим вот сюда. Книгу оставим пока что. Книгу пока можно оставить. Это странное пение доносится с площади Джексона. Я чувствую себя странно. Это пение каким-то образом воздействует на наш разум. Мы не единственные, на кого оно влияет. Нам лучше поторопиться. И снова удар по разуму. Не, кстати, все выдержали, минуса не получили. Это хорошо. Так, легко, чтобы можно было поднять. Поднимаем. Здесь у нас дробовик новенький с патронами, да? А у нас дробовик... Ну, он тоже новенький, блин. И здесь все новое. Ладно, давайте применим часы сейчас. Чтобы просто место освободить. И переместим дробовик нашей магичке. Вдруг пригодится. В принципе, пока она будет магией пулять. А там поглядим. Так... Ничего. Сюда можно просто зайти, да? Ну давайте зайдем. Надо всех выносить. Что еще делать? О, опять тварь. Еще эти чудовища щупальцами. Неудивительно, что здесь такой хаос. В конце концов, в этом и был смысл. Там мертвый полицейский. Может быть, это Чарльз? Ага, вот это дополнительное здание. Но если она одна, то как бы нормас. Но у меня сейчас Кольт отлетит. Потому что Кольт вообще уже состояние старое. Поэтому, наверное... Наверное, да, лупим с дробовика. Один выстрел и один перехват. На 10 и перехват. Тоже мы сделаем. Сейчас она и получит этот перехват. И на 8. 18 хп за ход нормально снесли. Сможет ударить? Сможет. У нее, походу, очков действий прям до хрена. Ох, ну ладно, зато она подошла в ближний бой. А значит, мы сейчас ей трубой будем навешивать. Так, подойди немножечко. И трубой навешать. На 8 всего лишь. Плюс слепота. Это хорошо. Так, а один у нее остается. Бессмысленно. Ну и наша женщина. Давай, не знаю, дробовик использовать, что ли. Не, можно, конечно, магией кидаться, но она по 3 очка забирает. То есть второй раз магией я бахнуть не смогу. Поэтому дробовик, почему нет? Все равно есть и патронов на него достаточно много. И наш товарищ. Да, кончились патроны у тебя, и тебе нужно снести 15 хп. Ну хорошо, значит, используем винчестер и используем кольт. Раскидаемся. А вот кольт сейчас... Не, кольт на 7 должен пробивать, да? Урон 7-9. Ну, вроде да. Должен. Хорошо, отлично просто. Вот так вот с малой кровью прям хорошо, когда получается. Но снова, блин, удар по голове пошел. Перезарядить, да. Перезарядить, да. Перезарядить, да. И тут перезарядить. И использовать на
моего товарища. Лучше с полными хп ходить, чтобы потом лишний раз не помирать. Такс. Здесь, я думаю, мы должны найти патроны, как я понимаю. Внутри ящика вы находите патроны для револьвера, карабина и дробовика. Полиция, конечно, может ими воспользоваться, но и вы тоже. Оставить себе. Нет. Да я, блин, явно лучше, чем полицейские ими распоряжусь. Конечно, этим полицейским нужны боеприпасы, но и нам тоже. Подумайте в первую очередь о себе. Это разумный выбор. Я не знаю, правда, сколько патронов я получил. Но 6, 19, 14. Ну, хоть что-то, да. Потому что без патронов я не вывезу. А полицейские, ну, они как бы НПСы. Так, на пути слишком много вещей, не достать. Переместить. Есть кольт, отлично, в новеньком состоянии. Нет, пока что не перемещаем. Мы вот этот разрядим сначала. Еще плюс патроны. Теперь переместить вместо этого. И патроны забрали. Не, ну по патронам у меня прям сейчас хорошо. Прям хорошо, и я думаю, это мне поможет. Что еще у нас здесь? Вот тут что есть. Так, грязные бинты. Нет, грязные бинты брать мы не будем. Я брезгую их использовать. Просто труп. Что, по голове просто даст? Да, дало по голове. На единичку всего, причем одного. Но при этом у нас есть патроны для дробовика. Это здорово. Так, есть тетенька. Пожалуйста, помогите мне. В чем дело? Мы с мужем выбежали из дома, но во всей этой панике я потеряла его. Эти существа, наверное, отрезали ему путь к отступлению. Не могли бы вы помочь ему? Не волнуйтесь, юная леди, у вашего мужа есть более высокая цель, которой он должен служить сейчас. Или скоро будет служить. Мы сделаем все, что в наших силах. Так, ну это как бы дополнительный квест, да, судя по всему, типа того. Блокнот добавлена улика. А, стоп, а сюда я пришел, да? Сюда я пришел, значит сюда. Но здесь входа нет, я думал, тут сразу вход будет, типа, в их квартиру или что-то типа того. Голоса, я слышу голоса, эхом отдающиеся в моей голове. Я тоже слышу, игнорируйте их. Я Шабнигигура. Становится хуже, давайте поторопимся. Ой, да, тут у меня, чувствую, с разумом будет беда. На пути слишком много вещей не достать. Ну, переместись, значит. Снова тесак мясника и труба. Трубы у меня в каком состоянии? Новая. Но вот эта вот проверка рассудка у себя мне не нравится. Да, урон хороший. Он 9-13 будет, да, она получается даже. Но здесь критический удар 5 и ослепление 50. А здесь еще и проверка рассудка постоянная. Давайте переместим ему трубу. Вот. Она чуть-чуть новее, на один удар, назовем это так. И, в принципе, нам это больше не надо. Я Шабнигурат. Но это вот там все, да? Но мы пока еще здесь не все изучили. Снова рассудок и ни за что. Плохо. И здесь тоже у нас твари. Ну погнали сюда. Пока что на площадь я не готов. Так, это должно быть муж той женщины. Ага, вот и... Все еще живой? Он должен быть очень верткий. Он окружен, давайте поможем ему. Но это, блин, эти взрывающиеся твари. И одна из них сейчас подойдет впритык. Но я надеюсь, подойдет к тому, кто... Это самое... Ближний бой. А нет, смотрите. Не подошла. Такс, значится. Кольт нам здесь и пригодится. Вот эту тварь убиваем. Вторую тварь, которая тоже может подойти, убиваем. А, нет, кстати, вторую тварь, которая стреляет. А, слепота. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. Я второй раз выстрелить не могу, да? Тут либо переход... Ну, это, кстати, тварь, взорвавшись, зацепит вот эту тварь. Ну, давайте я попробую вот так вот сделать. Вроде не должно зацепить. И после этого я смогу выстрелить... Ну ее, блин, ее взрывом заберет. Какой смысл? Ладно. Зато она этим своим взрывом заберет вот ту. Отлично. Вообще, шикардос. И это сейчас своим взрывом заберет вот ту. Супер. В принципе, можно было одним выстрелом, походу, все это дело порешать. Но я что-то как-то не подумал. Помогите. Эти существа мертвы, теперь вы в безопасности. О, что-то не так. Одно из этих существ проникло в меня, я не знаю, что делать. Все еще в сознании? Он должно быть необычайно стойкий. Если бы только у меня были соответствующие условия и живое тело, чтобы изучить его во время трансформации. Он превращается в одно из этих существ, ведь так?
Ну, судя по всему, да. А что я ему могу дать, чтобы он не превратился? Мы такое не проходили. Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам. Убить его, оставить его. Перед вами мужчина, говорят нам муж. Помогите, одна из тварей заползла прямо мне в горло. Я чувствую, как она могла шевелиться внутри меня. Убить или оставить? Убить. Альтернативы нет, вы решили. Единственный способ помочь этому человеку и убить его до того, как он превратится. Ну, а что поделать? Для него уже слишком поздно. Нам нужно прикончить его. Что? Простите, мистер, но это к лучшему. Мы хотя бы должны сказать его жене, что он не выжил. Нет, это мы скажем. Рассудок потеряли, да? Ну, ладно. Но зато мы себе нового врага не сделали самостоятельно. Так, тут у нас что? Книга. 2 ко всем типам защиты. Плохо. Еще и помутнение рассудка. Была бы стреляющая книга, было бы лучше. Ну, идемте, женщине доложим, что ее муж все. И пойдем на площадь. К этой Шагнигураду. Испуганная женщина смотрит надеждой, когда вы приближаетесь. Вы нашли моего мужа, рассказать правду. Даже зная, что правда пронзит сердце женщины, вы понимаете, она заслуживает знать, что ее муж мертв. Вы нашли его? Вы нашли моего мужа? Боюсь, мы опоздали. Мы сделали все, что могли, чтобы облегчить его боль. У вас есть любопытное определение облегчить его боль. Я одобряю. Что? Как вы могли? Вы чудовище. Слушай, ну он бы стал чудовищем, если бы мы не стали чудовищем. Тебе бы стало легче? Ну, я как бы нормально поступил. Давайте сейфнемся. Потому что чувствую, на площади сейчас будет веселье. Сегодня в клубе будут танцы. Погнали. 3. Удар по голове. Полный комплект, так сказать. Но сначала первого надо вот этого увалить. Этот ближний бойка. Ну, используем... Кольт реально самое удобное. Тут когда еще... 9. А я думал, крит пройдет. Ладно, крит не прошел. Получается 3 выстрела из него. А вот сейчас крит прошел. 13. Эх, если бы он сейчас... хотя, в принципе, я сейчас вот этим товарищем стрельну, и будет нормас. Получила она пуляку. А что она подходит? Она же с дальнобойкой. Смена фокуса. Она же с дальнобойным оружием. Почему она подошла? Так, да, сразу же валим жреца, конечно же. Я вообще не понял, чего она подошла, потому что у нее дальнобойное оружие. Ну, этим тоже делаем перемещение, хоть насколько-то, может, подойдем поближе. Да. Так, ну это тоже ближний бой. Ближнебой. Ага, она не... есть дальность. А есть и дальность заклинаний тоже есть. Я вас понял. Но при этом я могу сделать троечку наблюдения, да? То есть теоретически я могу сделать вот так. Вот, чтобы 2 потратить, да? Вот так. Тратим 2. И кидаем наблюдение вот сюда. Они подойдут и получат пулю. Блин, у меня этот ближник близко. Да, я это не просчитал. Они не подойдут, потому что у меня ближник близко. Ой, господи, господи. Так, ладно. Валим, значит, этого культиста. Есть крит. Значит, второй патрон посылаем в культистку. Потому что мы его сейчас на этом, на перехвате долбанем. Он в любом случае будет двигаться. Вот и все. Изи. И теперь мне нужно завалить культистку. 12 хп. Подойти я не смогу, конечно же. Ну, крита вряд ли будет. Крита вряд ли будет. Давай отойдем. Ну, или попробуем хотя бы отойти. Может, дистанцию получится удержать. Такс. У нее вот дистанция. Ей, ну, нужно 2 аж пойти вперед. Она не достанет. Не достанет. С магией же там та же фигня. Пропускаем ход. Не, ну хотя можно... Ну, ладно, кинем. Часы снова заполняются. Она начала идти, блин. Можно было кидать перехват. А чего она подходит? Я не понимаю. Ну, типа, она может же стрелять издалека. Почему она подошла практически вплотную?
Что-то они раньше себя так не вели, если честно. Так, снова мы великолепно справились. Перезаряжаем все, что у нас есть. Так, здесь все перезаряжено. И применить на вот этого товарища бинтик. Вот так нормас. Возможно, но к лучшему, что вы никогда не делаете. В конце концов, ничего не изменится. Есть куст. Оживление с 50% здоровья. Нам это не надо. Кафе. Так, вон опять труп лежит. И что, она просто долбанет опять по голове? Да, долбанула, и в нем ничего нет. Короче, по-моему, мне трупы просто лучше вообще не трогать. Такое ощущение. Типа, проходи мимо и все. Ну вот снова лежат трупы. Шум, который вы издаете, кого-то привлек. Вражеская засада. Ни хера себе, вот так. То есть я опускал труп и сразу получаю противника из-за того, что я его тронул. Еще по голове снова надавала по полной программе. Неприятно. Ладно. Так, тебя мы будем с дробовика валить. Слишком далеко. Вот, блин. А винтовка? Ну, винтовка должна попадать, правильно? У нее же больше дальность, больше. Значит, мы делаем выстрел с винтовки и потом делаем перехват. Изи. И перехват ты еще получаешь маслину. Чувствую, с психическим здоровьем у меня сейчас будут, ой, какие проблемы, вот реально. Берем трубу, перемещаемся, даем трубой по голове. Крит не прошел, 10. Ну ладно. Не, но все равно я должен ее заход завалить. Ну, типа, без потерь. И используем дробовичок на 14. Ну, теперь 100%, да. Теперь 100% мы ее валим. Давай дробовичок. На него патронов тоже у нас достаточно. 9 урона хреново, конечно, но у нас всегда есть верный кольт, который добьет. Никогда не затевай драку с трубачом. А, ну при этом мы получили все по +1 рассудка. Я не совсем понял, за что. За то, что мы ее убили. Хрен его знает. Так, перезарядить. А прикиньте, 2 таких артефакта бы пихнуть. Чтоб кольт вообще был 9-11, а дробовик 10-14. Да, просто разрывало бы. Просто разрывало бы. Есть что-то на столе. +1 к рассудку. Хорошо. Лишним не будет. Там явно труп будет лежать, да? Труп, который мне снова предлагают обыскать, но я как-то что-то не очень хочу. А, это, наверное, с той стороны, да? С той стороны. Ладно, обыщем, какая разница. А тут у нас кольт в новом состоянии. Слушайте, ну это здорово. Давайте, наверное, тогда вот у него уберем револьвер, а ему переместим кольт. Кольт в новом состоянии, это хорошо. Это стоит потерянного рассудка, так сказать. У него где-то будет 3 на выстрел. Нормальная тема. Эти люди ведут себя как сумасшедшие. На самом деле они ведут себя так же, как пациенты лечебницы. Голоса изменяют их. Быстрее. Так, тут у нас ничего. Так, человек сидит на улице, его руки и ноги содрогаются, глаза широко раскрыты и полны паники. Голоса, говорит он, я слышу их. Они говорят мне такие ужасные вещи, которые я должен делать по их велению. Подождите, продолжайте. Подождите. Мужчина пристально смотрит на вас, его глаза бегают из стороны в сторону, пока он обдумывает ваши слова. Да, говорит, я не должен делать эти плохие вещи, но голоса. Чего не хватает? Да это то, чего не хватает, я чувствую. Нет, это не чувствую. Да, вот чего не хватает, только подумайте. Ваши мысли. Человек ахает внезапного понимания. Вы абсолютно правы, я должен делать то, что говорят мне голоса. Они говорят мне убить вас. Так, по-моему, я до него доебался. Так, 2 взрывалки и культист. Откуда он маску взял? А у нее сама появилась? Круто, круто. Ладно, с этими взрывалками мы разберемся. Они, кстати, сейчас еще и по культисту этому влупят, правильно, своими... А, в принципе, по второй взрывалке можно не стрелять, ее зацепит. Все, тактика нахуй, стратегия. Значит, стреляем по культисту и ловим его на вот эту штуку. Все. Типа, бой выигран.
Ну все, бой выигран. Красота. Кольт это нереальная штука, когда еще 2 УД на выстреле. Мы ничего не могли для него сделать. Давайте сделаем так, чтобы это не произошло с нами. Судя по всему, может произойти, потому что нас нагребает, да? Так, оттуда я пришел, здесь мы убили. Хорошо. Перезарядить, конечно же. Да, Кольт творит чудеса. Тут у нас что? Оживление. Оживление нам не надо. У нас никто не помирает. Ну, практически. Так, есть можно туда, можно прямо. Мертвое тело. О, может в лавку зайдем к этому чуваку? Магазин Лалуи, похоже, не тронули. Он типа под защитой. Его магические чары должны защищать это место даже в его отсутствие. А я могу туда зайти? Могу. О, так я могу как раз спереть вот эти вот штуки, которые у него. Тогда он мне не давал их спереть. А сейчас можно спереть. Так, не являются ли они куклами Вуду? Тут у нас что? Нет совета. На прилавке лежат различные мистические талисманы, амулеты и четки. Вы не знаете их секретов, но подозреваете, что некоторые из них могут обладать реальной силой. Изучить. Правильно? Нет. Испытать. Книга. Восстановление здоровья. Хилка. Да, значит, если эту все равно выкладывать, то нет, не перемещай. Применить вот сюда. Добьем у него здоровья, сколько было. И ей книгу запихнем. Переместить вот сюда. Вот так вот меня устраивает. Ну, подходи. Тут у нас 2 целых штуки. Открывай осторожнее, неизвестно, что внутри. Открыть. Плюс к рассудку. Ну, с рассудком у меня и так все в порядке. И череп какой-то есть. Так, запретил трогать. Во время вашего предыдущего. Сейчас его нет и... Изучить. Ну, изучим. И что дало? Возможно, знал, о чем говорил. Вы решаете не трогать странную безделушку. Типа я ее... Ну, испытать, ладно. Череп. Шанс дикого заклинания плюс 100. Ого. То есть, магички запихиваем, и шанс дикого заклинания 50-50. То есть, она каждый раз будет шанс дикого заклинания делать. Но при этом это может быть хилка кого-то, урон мне и так далее. Я не знаю, на самом деле, эта хрень полезна или нет. Потому что, ну, у меня уже были дикие заклинания, когда она хилила моих врагов. Какой смысл? Как бы. Вот. Урон мне она пока не наносила, но я думаю, и это там в такой вариант тоже может рассматриваться. Что-то мне так кажется. Листок бумаги, на котором написано Джим, лайм, содовая, должно быть это рецепт. Опять рецепт бухла. Да Шабнигурат. Так, ну этого мы смотрели вроде, да? Так, что за торможение было? Непонятное. Я помню его. Бедняга не выжил. Это, наверное, из-за того, что я им не отдал патроны, они теперь стали моими врагами, ну, типа, мутировали. У вас был шанс помочь ему, теперь уже слишком поздно, Ну... По крайней мере, я сейчас сразу же взрываю 2 бомбы. Хотя, может даже 1 бомбу, на самом деле. Ну, то есть, если я стрельну в среднего, он зацепит того? Мне кажется, вполне. Но он точно зацепит 2 пальт. Нет, второго он не зацепит. Значит, его мы тоже ликвидируем. Один у нас полицейский даже двойной урон получит. И, естественно, мы становимся в вариант такой. Хорошо, урон получен. 29-28. Такс, ты у нас что можешь делать? Ты можешь стрелять. Правильно? Правильно. Стреляем по у того, у которого 28. Он еще и с критом отлетел. И тоже наблюдение кидаем. Сейчас они сразу еще 2 пули получают. Первая пуля еще с критом. И вторая пуля без крита, к сожалению. Но нормас, 10-17. Думаю, до конца хода я их завалю. Бьет он руками. Если что, через эту хиляться будем. О, еще и даже второй даже удар не нанес. Так, дробовик на 4. Нет, нас не устраивает. Нас устраивает хилочка. Вот его. На 10. Это нас устраивает. А по полицейскому нас устраивает урон. Вот поэтому.
на 9. Единички не хватило, зараза. Так, враги восстанавливают здоровье. Блин, вот это заподлянка. 4 исцеления. Еще по голове дало. Ладно. Так, двигаться эти не будут. Нам вот одного нужно убить на единичку и второго, да? -1. Ух, на 13 аж. Лучше по второму крит прошел. Честная пионерская. Такс, и этого. О, и по второму крит прошел. Ну, отлично, отлично. А здесь мы тебя вообще трубой навернем. Чтоб жизнь медом не казалась. Нормас, патроны улетают, конечно. Оружие ломается, но нормас. Перезарядить, перезарядить, перезарядить. Остальное все вроде заряжено. Вроде да. Ну, как бы... Патронов я все равно на них потратил меньше, чем взял, наверное. Такс. А там у нас, собственно, наша это... Или... А нет, это опять этот козлодемон. Козлодемон ждет Шабнигурат. 5 пули. Хорошо, лишними не будут. Больше здесь ничего нет. Ну что ж, это явно босс, полубосс или что-нибудь типа того. Поэтому сохраняемся и пошли. Даже если вы победите нас, то ничего не добьетесь. В смысле, если я победю. Как этот ужас с козлиной мордой вообще может говорить? Контроль этого маленького городка лишь малая часть нашей подготовки к ее приходу. О чем ты говоришь? Кто такая она? Вы пешки начали это путешествие, думая, что она мертва. Но скоро она станет вратами. Все родятся от нее. Из ее особняка в Аркхеме восстанет темная молодь. Речь о профессоре Тиллингаст? Он хочет сказать, что она все-таки жива? Но она, понятно, Шабнигурат призывает. Нам нужно вернуться в Аркхем. Вы уже опоздали. Сначала нам нужно закончить здесь. Мы не можем бросить этих людей. Так, 3 чувака, да? Козел, полицейский и... Ну, они все на ближнем бое, как бы. А, нет, этот плеваться может со слепотой, да, по-моему. Но при этом он не наносит урон, что как бы хорошо. Но при этом, типа, я не могу по ним выстрелить, что как бы нехорошо. Тут же не увеличится, да, радиус? Не увеличится. То есть я только в перехват смогу кого-то из них лупнуть. И то, если они будут... Ну, тогда давайте сделаем... В принципе, все равно очки деваться некуда, а здесь что? Обмен. Нет, обмен мне не нужен. Давайте сделаем смену фокуса. Чтобы я раньше этого козла... А, как? А, ну сразу все использовать. Я думал, 2 очка и все. Ну, так мне нужно было сначала в эту стать. В позицию. Господи. Хреново. Ладно. Ну, сначала, да, убиваем культистов, а потом со всеми остальными разбираемся. Сначала убиваем тех, кто лоха, а потом убиваем остальных. Перехват, естественно, стать. Полицейский сразу же получает пулю. Лучше бы культист получил, на самом деле, на 7, вообще было круто. Вот здесь бы перехват сработал, он должен был стрелять в полицейского. А тут вот такая некрасивая вещь. Ладно, ладно, ща мы вам сделаем Кузькину мать. Такс, ну полицейского, может быть, еще до сих пор вот так сделаем. Лупанем его на 9 и похилим себя. До себя, наверное. Себя похилим. Нормально. Такс, значит, нам нужно добить козла. На козла хватит пистолета, правильно? Да, на козла хватит пистолета. А поэтому лупнем с дробовика. Да, дробовик. Здрасте. 9 урона. Не так много, но тем не менее. Ну, блин, хотя бы эти вагины взрывающиеся не летают. Такс. 12 хп. Я его завалю? Ну, в принципе, в теории. Наверное, так. Могу. 1 хп, да, я сейчас валю его рукой. Вот, и смогу выхилять своего товарища. Есть. Валим. Валим, валим, валим. А ей мы сейчас выхиляем своего товарища. Вот этого.
19. Ну, в принципе, да, хорошо. Можно следующий удар наносить по козлу. 19 хп он хрен ему снесет. А, вот и дикое заклинание полетело. И диким заклинанием... О, мы исцелили своего. Нормально, нормально. Удобненько. Так, дробовик, да. На 16 с критом. И пистолет тоже, да. 1 урон мы еще не вопрос получим, но на следующий ход мы его завалим. А, по всем. 3 урона по всем. 2 в оглушении. Вот это херово. Мягко говоря. 2 в оглушении, это много. Лупнуть. Хрен мы его завалим. Я надеялся, но не завалим мы его на следующий ход. Оглушение, оглушение. И снова он ходит. Ладно, не так сильно, на 8. Как насчет трубой в голову? На 10. Нормально, в принципе. Да, закончить. Это мы отхилим сейчас всех. Ну, не всех, точнее, 2 раза. Вот его. Может, еще это. Дикое заклинание сработает. Не сработало. И... себя тоже, наверное, отхилим. А вот и дикое заклинание, как я понял. Хилит себя, и еще что будет. А, и стреляет по демону. Прикольно. Прикольно и убивает демона. Нет, дикое заклинание, наверное, полезно, но у меня было то, что она хилила других. На этот раз он действительно мертв. Полиция сможет позаботиться о выживших. Давайте вернемся в Аркхем. Вы остались в здравом уме, основные задачи выполнены. Дополнительные: помочь полицейским, помочь жене найти своего пропавшего мужа, помочь безумцу. Ну, типа, наверное, тоже не выполнены. Я понял. Не выполнил я это. Ваши сыщики возвращаются в офис. Ну что ж, все-таки, наверное, одна глава еще будет. После такого долгого и запутанного путешествия пришло время вернуться домой. Идемте, друзья мои, давайте закончим там, где начали, в моем особняке в Аркхеме. Да, это будет, собственно, последняя серия. Спасибо, что смотрите мое прохождение этой игры. Надеюсь, вам все нравится. Подписывайтесь на канал, комментарии, колокольчики, лайки, всю эту ютуберскую шелуху. Я очень буду не против от вас получить. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, ссылка на все серии в описании, в закрепленном комментарии. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.